Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже. Она поставила заключительную точку в списке главных трендов и модных тенденций на предстоящий теплый сезон весна-лето 2021, став финальным аккордом фэшн-марафона. Именно французская столица всегда отличалась своей авторитетностью в мире высокого дизайнерского искусства, эффектными новыми нарядами и уникальными коллекциями, а также слаженной работой молодых талантов и мэтров индустрии. Сегодня мы с вами, друзья, вместе посмотрим, чем готов удивлять нас модный Париж. Давайте узнаем, за какими вещами мы будем охотиться в этом сезоне, а о чем стоит забыть прямо сейчас. Скажу огромнейшее спасибо за поставленный пальчик вверх и подписку. Не поленитесь черкнуть несколько слов в комментариях. Я обязательно все читаю. Мне очень важны ваши отзывы, подсказки, советы. Первая модная тенденция, о которой мы поговорим – широкие брюки. Высокая посадка, защипы на талии и свободный крой. Так уж сложилось, что комфорт и расслабленность сегодня на первом месте. Подобные модели могут быть мешковатыми, в стиле оверсайз, словно их одолжили из мужского гардероба. В модном доме Луи Виттон или Клоэ предлагают носить широкие брюки строго на талии, зафиксировав с помощью ремня. Под маркой Кристиан Диор больше прослеживаются народные мотивы. Здесь и колоритная эстетика этнических узоров, и яркие краски знакомого рисунка тай-дай, и очарование богемного стиля бохо. Работа дома на удаленке и необязательное посещение офиса как-то отодвинули на второй план одежду в деловом стиле. Еще несколько сезонов назад силуэты в костюмах-двойках вызывали ассоциации с силой или даже агрессией. На этот раз дизайнеры делают ставку на мягкость, универсальность, женственность. В моду теплого сезона вновь возвращается пижамный стиль. Брючный костюм из важного короля офисного гардероба превратился в более повседневную одежду. Теперь мы смело можем его сочетать как с изящными босоножками, так и с пушистыми домашними тапочками. Объемные плечи. Здесь стоит заметить, ретро-тенденции 80-х отважно не сдают позиции на парижском подиуме. В коллекциях от Изабель Маран, Луи Виттон, Шанель объемные плечи из прошлой эпохи по-прежнему остаются увеличенными и покатыми. Да, они уже не такие квадратные. Теперь акцентная деталь стала непомерно остроугольной, как в модной линейке от Balmain или Givenchy. У многих поклонников, и не только, этот тренд мгновенно вызвал бурю самых разных эмоций. Незамеченными в толпе точно не останетесь. Так что, мои дорогие зрители, придется нам вспомнить школьные уроки геометрии и подбирать весенне-летний гардероб при помощи транспортира. Чем острее будет угол, тем актуальнее будет ваше платье или жакет. Кружево и ажурное плетение. Внимание этому тренду уделили все ведущие именитые марки. Нежная кружевная отделка смотрится идеально в тандеме как с полупрозрачным платьем, так и с легким весенним пальто. У Шанель мы найдем романтичные кружевные наряды в нежно-кипенно-белом оттенке или в таинственном черном цвете. Эти тонкие женственные ансамбли, возможно, кому-то покажутся консервативными, но они совершенны. Самыми запоминающимися на неделе моды в Париже признаны ажурные наряды от бренда Giambattista Valli. Игра на контрасте, где воздушное кружево соединилось с вечерним блеском пайеток или же чарующий и соблазнительный бельевой стиль. Любой вариант достоин внимания модниц. Кружевные ансамбли в который раз поддержали тренд на прозрачность. Конкурентом для них в этом вопросе стала не менее прозрачная сетка. Макси-длина и подчеркнутая линия талии добавили силуэту стройности и красоты. Благодаря таланту и мастерству дизайнеров, почти откровенная прозрачность ничуть не нарушит образ наивной романтичной барышни. Усилят эффект дополнительные детали – воланы, банты, цветочная вышивка или милая соломенная шляпка. В модных образах от Кристиан Диор прозрачность тесно переплетается с самобытной культурой и народными традициями. Но Париж, как всегда, готов удивлять. Так что в новых коллекциях найдутся и более динамичные, эффектные образы. Платье-кольчуга, платье-броня, рыцарские доспехи или платье-чехол.
Какие только термины не придумают модные критики, чтобы максимально точно описать актуальный тренд. По факту перед нами все та же сетка. У Balenciaga она сплетена из металлических звеньев, у Hermes – из тонких полосочек кожи. Про эту модную одежду у нас говорят просто – вязаные трусы. Однако они имеют и более замысловатое название – кникерсы. Теперь дамские панталоны из нижнего белья перекочевали в верхнюю одежду. Комфортные и мягкие кникерсы Miuccia Prada сочетают сегодня со свободной футболкой поло или же с олимпийкой. И, что особенно неожиданно, с изящной шифоновой блузой с рюшами и блестящим вечерним декором. Вот такой возможен компот, который вряд ли придется по вкусу дамам постарше. Изабель Маран делает ставку на микрошорты. В модных образах все так же витает беззаботный дух 80-х. Клубные мероприятия, шумные вечеринки, неформальные встречи – любое событие станет поводом примерить эту модель. Тем же дискотечным ретро-трендом обязано возвращение на фэшн-арену задорной и дерзкой мини-юбки. Молодость, энергия, оптимизм – таков был посыл дизайнеров при создании стильных образов. Короткую юбку под маркой Chloé украшает традиционный для весенне-летней поры цветочный узор. Бренд Miu Miu дополнил модель сверкающими стразами, уделив немало внимания теплым позитивным расцветкам. Когда-то, в 80-е, на телеэкраны страны вышел фильм о летних Олимпийских играх с емким и звучным названием «О спорт, ты мир». Эта фраза лучшим образом характеризует очередное топовое направление в современной моде. В коллекциях сезона 2021 было замечено немало модных ансамблей в спортивном стиле. Дань сиюминутным трендам, желание наполнить свой гардероб комфортной, не стесняющей движения одеждой, стремление к здоровому образу жизни и подтянутым формам. Мотивация разная, но результат один. Спорт все активнее врывается в нашу жизнь, отодвигая на второй план высокие каблуки и подчеркнуто элегантные наряды, которые мы храним для особого случая. Только как часто он теперь бывает, этот особый случай? Именитые французские бренды мягко, но настойчиво предлагают сегодня сменить, например, классические строгие брюки на спортивные. Под маркой Celine представлена черная модель с белыми лампасами в паре с классическим укороченным жакетом. У Balenciaga добавили сверкающий стразами верх. Спортивное направление заметно и в модной обуви. В свой повседневный образ Эдди Слиман предлагает включить белые кроссовки в духе 80-х. Miuccia Prada удивила более оригинальным вариантом в стиле спорт-шик, наделив привычную обувь серебристым блеском и небольшим каблучком. В новом сезоне стилисты рекомендуют не спешить отказываться от одежды из кожи, в том числе и популярной теперь эко-версии. Самое актуальное решение лучше всего посмотреть в модной линейке под маркой Hermes. В отличие от сдержанных минималистичных нарядов этого бренда, Изабель Маран делает ставку на яркие образы. Здесь вы найдете модные спортивные брюки из кожи в сочном оттенке фуксии или же черный ансамбль для нескучной вечеринки. Возможно, в копилку ваших самых желанных вещей попадет оригинального кроя юбка или кожаный брючный костюм от Balmain. Обратите внимание, в противовес устоявшимся трендам брюки вновь получили невероятно низкую посадку. Следующий тренд я, пожалуй, назову «вечеринка в летнем саду». Всевозможные цветы, как маленькие, так и большие, роскошные букеты из цветущего сада оказались в фаворите у именитых дизайнеров и наверняка будут иметь огромный успех среди модной публики. В очередной раз повторюсь, подиум в сезоне 2021 оказался богат на противоположные, полярные тренды. С одной стороны, практичность, сдержанность, минимализм, простые решения и минимум деталей. С другой – буйство красок, торжество неона, блестящий декор, эффектные цветочные принты. В почете у брендов оказался и полосатый рисунок по ткани. Пальму первенства получила по-летнему позитивная цветная полоска. Наряду с привычным вертикальным расположением узора актуальны и более авангардные решения. На какие только приемы не идут дизайнеры, чтобы привлечь внимание к своим творениям.
Одним из таких хитрых магнитов стала драпировка. У Бальма сборки и драпировки украшают буквально всю одежду. От оригинальных жакетов с острыми подплечниками до коротких топов, корсетов, а также платьев и юбок. Привлекают внимание волнистыми изгибами и подворотами очаровательные наряды других, не менее популярных марок. Будучи украшением многочисленных модных ансамблей, драпировка особенно хороша в вечерних, элегантных образах. Я уверена, теплый сезон весна-лето 2021 обязательно запомнится нам как яркий, динамичный, нескучный. Сегодня сложно назвать одно общее направление в моде. И это здорово, что модный мир такой разнообразный. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Жду ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый модный обзор. Всем хорошего дня, удачи, тепла и только светлого, солнечного настроения.